Всем привет! Меня зовут Икрам, и в этом очередном выпуске мы рассмотрим риски привлечения иностранных работников для ремонта жилья, возникающие у их работодателей. Детально разберем по категориям некоторые нюансы этой сферы. Советую досмотреть это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. В России существует ряд отраслей, в которых занято множество работников, относящихся к категории иностранной рабочей силы. Речь идет о таких сферах, как транспортное, логистическое, общественное питание, торговое, сфера бытового обслуживания и так далее. При этом строительство и ремонт жилья – это область, в которой сосредоточено максимальное количество занятых среди иностранцев. И в этой связи вполне обоснованно обратиться к анализу недостатков этой части. Естественно, они исследуются в тесной увязке с рисками, весомая доля которой распространяется на правовые вопросы. Сразу скажу, что процесс регулирования приема на работу иностранной рабочей силы, совокупность прав и иные условия осуществляются в соответствии с законодательством России, которое включает и специальные нормы. Но если говорить о защите их с помощью норм Трудового кодекса, то в данном контексте они уравниваются с российскими гражданами, но риски являются более обширными и многочисленными. При привлечении иностранной рабочей силы для ремонта жилья важно принимать во внимание, что трудовые отношения с иностранными гражданами подлежат особому усиленному контролю со стороны государственных органов. Поэтому для работодателя соблюдение законодательных норм в данной сфере выходит на приоритетные позиции. В иных ситуациях работодатели сталкиваются с рисками, связанными со снижением экономической выгоды и множеством негативных последствий. При этом следует учитывать, что в качестве работодателя могут выступать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Самозанятыми иная ситуация. Риски при привлечении иностранной рабочей силы для ремонта жилья напрямую зависят от статуса работника. То есть иностранцы, выступающие в качестве работников, дифференцируются на категории, что важно учитывать при классификации рисков. Так, в первой категории относятся иностранные граждане, которые постоянно проживают в России и обладают видом на жительство. Прием таких граждан на работу не характеризуется существенными отличиями от аналогичных процедур, применительных к российским работникам. Следовательно, можно говорить и о минимизации рисков, однако они же все же присутствуют. Например, риски, связанные с просроченными видами на жительство у иностранных граждан, или же риски, возникающие в ситуациях, при которых работодателями были проигнорированы требования, зафиксированные в законе. Несколько иная ситуация складывается в отношении привлечения иностранной рабочей силы для ремонта жилья, если речь идет об иностранных гражданах, которые временно проживают в России на основании разрешения. Здесь для работника предусматривается обязанность ежегодного подтверждения разрешения посредством обращения в миграционную службу. Риски в данном случае сопряжены с осуществлением контроля со стороны работодателя применительно к этому разрешению. Работодатель, будучи стороной, несущей ответственность за соблюдение законодательных норм, обязан осуществлять контроль за этим процессом. Следующая группа рисков при привлечении иностранной рабочей силы для ремонта жилья связана с приемом на работу иностранцев, которые не имеют визу и работают на основании выдаваемого патента. Перед тем, как нанять на работу этих сотрудников, работодатели взаимодействуют со службой занятости с целью получения квоты, то есть документации, в которой фиксируется, сколько именно иностранцев может быть в штате конкретной организации, и выдача иностранцам патентов организуется после обращения в миграционную службу. Пристальное внимание служба обращает на законность пребывания тех или иных лиц на территории Российской Федерации. В данной связи риски связаны с тем, что сотрудников ожидают на рабочем месте, но при этом они вынуждены разрешать проблемы с миграционной службой. Помимо этого, у работодателя возникают риски, связанные с потребностью отслеживания сроков действия патента и контроля за тем, не являются ли они просроченными. Как результат, сопутствующие трудозатраты и явные риски отступления от норм, закрепленных в миграционном законодательстве. Иного рода риски возникают при привлечении иностранной рабочей силы для ремонта жилья, когда речь идет об иностранцах, получивших рабочую визу. В данном случае риски касаются расходов со стороны работодателя. Эти расходы являются достаточно существенными.
Это государственные пошлины, оформление приглашения, то есть разрешение на работу и другие расходы. Определенные риски при привлечении иностранной рабочей силы для ремонта жилья возникают в случае приема на работу высококвалифицированных специалистов. Помимо иностранных работников, которые не имеют высокой квалификации, в Российской Федерации в том числе пребывают лица, обладающие специальными трудовыми навыками, опытом и достижениями. Соответственно, речь идет об особом правовом положении. Прогнозируя и оценивая риски, основное, о чем должны позаботиться работодатели, это зафиксированные лимиты, ниже которых конкретным высококвалифицированным кадрам оплачивать трудовую деятельность нельзя. В противном случае это будет признано нарушением. Для того, чтобы предотвратить потенциальные риски, иностранных высококвалифицированных специалистов рекомендуется приглашать на работу только после осуществления детального экономического анализа и оценки затрат и прогнозирования выгод от сотрудничества. При рассмотрении рисков привлечения иностранной рабочей силы для ремонта жилья важно обратить отдельное внимание на вопросы административной ответственности и контроля. Сфера трудовых отношений работодателей с иностранной рабочей силой подвержены достаточно жесткому контролю в административном порядке. В первую очередь работодателю необходимо оценивать риски, сопряженные с проверками миграционной службы. За обнаруженные нарушения предусматриваются достаточно крупные штрафы, что подтверждается содержанием норм Кодекса России об административных правонарушениях. При этом аналогичные нарушения миграционного законодательства подлежат также весьма строгому наказанию. Речь идет как о штрафах, так и о приостановлении деятельности хозяйствующего субъекта. Таким образом, в современных условиях законодательством Российской Федерации строго регламентируется прием на работу иностранных граждан российскими хозяйствующими субъектами и предусматривается целый комплекс процедур, в соответствии с которыми заключаются трудовые договора с учетом их категории, то есть статус. Именно на подразделение их на категории выстраивается и классификация рисков, в том числе связанных с потерей времени, финансовых ресурсов, усилением административных процедур со стороны миграционной службы и штрафами за обнаруженные нарушения. В данной связи на первый план для работодателя выходит анализ и оценка рисков и их, конечно, прогнозирование. Поэтому решения касательно заключения трудовых договоров с иностранцами уместно принимать по завершению детального финансового анализа расходного раздела сделки и ее ожидаемых выгод. Выводы делать только вам, но в любом случае обязательно надо держать в поле зрения правовую сторону вопроса, чтобы не допустить ошибки в ходе оформления трудовых отношений с иностранцами. На этом я прощаюсь с вами. Не забудьте поставить лайк и обязательно подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске.